Активное шумоподавление до 46 дБ, поддержка кода CALDAQ, сертификация HiRes Audio Wireless, время автономной работы до 9 часов на одном заряде наушников и до 40 часов вместе с боксом, поддержка технологий пространственного звука, динамические драйвера и Bluetooth версии 5.3. Обо всем этом и не только можно, разумеется, прочесть в рекламе к наушникам под названием Honor WingCloud X5S Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется X5S Pro в небольшой белой упаковке из плотного картона. На коробке есть изображение наушников, название и краткая информация. Упаковано все отлично. Но комплект поставки идет без кабеля для зарядки. Хотя у нас у всех он есть, но все равно неприятно. Разумеется, бокс, наушники, документация и силиконовые сменные амбушюры разных размеров. Вес и габариты наушников, как и бокса, вы видите на экране. Звуковод же овальной формы с выступом для удержания амбушюры прочной сеточкой. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца иногда много, и мои контакты в описании, в прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алишке. Все розыгрыши в конце месяца. Перейдем к наушникам. В продаже есть белая и серая расцветка данной модели. Дизайн бокса привычный, ничего необычного. Бокс довольно крупный и в кармане он слегка мешается. Корпус бокса выполнен из матового довольно прочного пластика, остальные части есть глянцевая вставка на пластиковом шарнире для открытия крышки бокса. Корпус не марки, да и потертости он быстро не собирает. На корпусе расположили LED-индикатор, кнопку для сброса, а также хорошо оформленный разъем для зарядки USB Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, люфт у крышки практически отсутствует. И удобно, что крышка фиксируется в открытом положении. Минус от меня только за то, что хлопок при закрытии крышки звонкий. Далее, внутри бокса расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют, если попытаться их вытряхнуть с закрытой крышкой бокса, то ничего не получится. Извлекать наушники из бокса неудобно, так как сами наушники скользкие, а специальных выступов для удобного изъятия наушников нет. Но приноровиться возможность есть, так что не все так критично. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из зеркально-глянцевого материала, по дизайну ничего нового. Собраны наушники в целом хорошо, но отмечу, что корпус марки и наушники сами по себе не маленькие. Водонепроницаемость есть только у наушников рейтинга IP54, я искупал их в воде, по итогу они никак не пострадали, но я не советую их топить. Из ушей выпирает данная пара не сильно, но заметно. Посадка довольно плотная, дискомфорт после часа прослушивания музыки я не обнаружил, но вот уже после 2 часов они слегка начинают побаливать. Хорошо, что при занятии спортом из ушей они не выпадают, но только если правильно подобрать амбушюры. Пассивная шумоизоляция хорошая, на корпусе расположили 2 контакта для зарядки, 6 микрофонов в общей сумме и область управления сжатием ножки, которая обозначена небольшим углублением. Из команд на борту есть плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ сброса вызова, включение-выключение игрового режима и переключение между режимами шумоподавления. Управление неудобное, как по мне, ко всему необходимо достаточно сильно сжимать ножки для совершения той или иной команды. Но на нажатие наушники откликаются корректно и быстро. Удобно, что можно использовать все команды одновременно, но вот регулировки громкости данная пара не поддерживает. Ложных срабатываний я не обнаружил, настроить команды можно через приложение, команды сопровождаются некачественными системными звуками и озвучиванием женским голосом на китайском языке. Далее, один наушник оснащен 12-миллиметровыми динамическими драйверами, как и второй, разумеется. Плюс эта модель имеет сертификацию HiRes Audio Wireless и поддержку кода CALDAQ. Разумеется, кодеки AAC и SBC также на борту. Honor WingCloud X5S Pro имеют активное шумоподавление до 46 дБ и функцию прозрачности. На борту есть 3 стандартные силы шумоподавления, а также динамический режим с автоматической регулировкой силы шумоподавления. Но на данной прошивке, по моему мнению, этот режим работает некорректно. Если вкратце, то по ощущениям сила шумоподавления вовсе никак не меняется. Остальные 3 режима, лично как по мне, настроены хорошо, плюс за то, что нет никакого белого шума с включенным ANC. Режим прозрачности отрабатывает хорошо, и он не раздражающий, плюс что ANC, что режим прозрачности могут работать с одним наушником. Для многих это важно. Далее, заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают, и переподключение бесшовное. При открытии крышки бокса они автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству, датчики обнаружения работают корректно и быстро, за что плюс мультипоинт есть, но только для продукции Honor, как и всплывающее окно. Далее, полный цикл зарядки бокса занимает около 1 часа 30 минут, в то же время наушники заряжаются за час в среднем. Беспроводной зарядки я не обнаружил, если бы она была, это было бы совсем, правда, жирно. Саморазряд у бокса я не наблюдал, а что касается автономности, то данная пара на 75% громкости по коду CALDAQ без включенного ANC отыгрывает 5 часов, что довольно отличный результат. Для полноценной настройки девайса нужно установить приложение Honor AI
Huawei Space. Приложение на главной странице с наушниками, мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности в процентах. Далее есть окошко с переключениями режимов, 3 простых предустановки эквалайзера, настройка команд для управления, поиск наушников звуковым сигналом, обновление прошивки. Мне, к слову, обновления уже прилетали, и последнее — это вкладка с настройками, в которой можно включить кодек LDAC или режим пространственного звука, который не работает вместе с кодеком LDAC, к слову. Сам режим не лишний, я бы сказал даже, что в некоторых случаях музыка куда лучше звучит, если включен этот режим, нежели без него. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3, через 2 стены наушники не отваливались, но я встречал фризы. Задержка на YouTube незаметна, а в играх задержка с включенным игровым режимом приемлема. И играть довольно комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением отрабатывают для данной ценовой категории стандартно. В целом, для коротких разговоров в шумных локациях микрофоны подойдут. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Honor WingCloud X5S Pro. И насколько хорошо отрабатывают микрофоны, вы слышите, но всегда помните, что какие бы микрофоны хорошие не были, лучше микрофона вашего смартфона вряд ли вы сможете найти. Опять же, почему? Потому что микро находится рядом с вашим ртом. Так, всегда помним, что на них стоит рассчитывать, но только в местах не шумных. Звучание. Запас громкости есть, но наушники не громкие. Точнее, я встречал более громкие наушники данного форм-фактора. Бас глубокий и плотный, но сказать, что он мощный, я не могу. И с одной стороны, это хорошо, так как звучание ощущается более качественное. С другой стороны, любителям мощного баса данная модель может не понравиться. Но можно воспользоваться предустановками звучания, хоть они настроены не лучшим образом. Середина проработана с достатком. Звучание неплохо сбалансировано. Высокие звучат приятно, но не выразительно. В общей картине звучание отличное, учитывая стоимость. Опять же, я говорю про звучание по кодеку LDAC. Далее, из минусов: марки корпусу наушников, динамический режим ANC работает некорректно, необходимо сильно сжимать ножки наушников, чтобы совершить какую-то команду. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там часто очень много всего полезного. Резюмирую, беспроводные наушники Honor WingCloud X5S Pro, отличные наушники за свою стоимость. Я бы сказал, они топовые, так как за подобный ценник аналогов лично я назвать не могу. Опять же, учитывая корректность работы и звучания. Всем огромное спасибо за просмотр. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.